Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь авернский хлеб по рецептуре из книги американского пекаря Даниэля Лидера Local Breads. В русскоязычном пространстве данный хлеб закрепил за собой название авернский хлеб, хотя в оригинальном источнике в этой книге он идет под названием буньян или рустикальный светлый ржаной хлеб Пьера Мюри. Поэтому предлагаю испечь его, придерживаясь рекомендаций автора. Для начала приготовим густую закваску. Для нее смешаем все указанные ингредиенты и оставим при комнатной температуре до следующего утра на 8-12 часов. Книга была издана в 2007 году в Соединенных Штатах Америки и представляет собой набор рецептур европейских пекарей, который автор посетил в ходе своего путешествия по Европе. Некоторые рецепты автор получил непосредственно от самих пекарей. Другие же рецепты являются интерпретацией автора тех изделий, которые он встретил в данных пекарнях и которые ему понравились. Рецептура авернского хлеба является интерпретацией автора знаменитого рецепта Пьера Мюри. Данный хлеб является традиционным видом хлеба из региона Аверна в Центральной Франции. И хотя по своему внешнему виду он похож на чабату, его сходство с ней состоит лишь во внешнем виде. За счет использования густой пшеничной закваски и небольшого включения ржаной муки данный хлеб имеет достаточно яркий вкус и упругий сочный мякиш. В Аверне он традиционно используется для приготовления сэндвичей на завтрак и обед. Буньян – это термин, который обозначает человека, переехавшего из сельской местности Франции в Париж. Первоначально это были переселенцы из центральной части страны, где регион Аверн и находится. После того, как в XIX веке переселенцы начали работать разносчиками воды для общественных бань, они постепенно занялись и торговлей дровами, и углем, а также перешли на торговлю напитками типа вина, спиртных напитков, лимонада. Парижане стали называть их бунья. Это слово стало ассоциироваться с угольщиками и авернским диалектом, так как большинство этих переселенцев были именно из региона Аверн. Постепенно термин бунья расширил свое значение и включил в себя парижские кафе, которые принадлежали выходцам из Аверна и одновременно продавали напитки и доставляли уголь. Такие кафе располагались в каждом рабочем квартале, и часто можно было увидеть вывеску «Вин и шабон», что означает «вино и уголь». На следующий день приготовим тесто. Для этого сначала сделаем автолиз. Смешаем все указанное количество воды, пшеничную и ржаную муку, хорошо перемешаем, накроем и оставим на кухонном столе на 20 минут.
Ржаную муку следует использовать либо сеянную, либо обдирную. Многие люди думают, что Франция не знает ржаного хлеба, но это не так. Французский ржаной хлеб отличается по сравнению с ржаным хлебом соседа Германии, скандинавских стран Восточной Европы, большой воздушностью и легкостью. И именно регион Аверна славится своим ржаным хлебом. По окончании автолиза добавим закваску, соль и произведем замес. Автор рекомендует замешивать при помощи тестомеса в течение 12-14 минут на 4 скорости, если вы используете машину KitchenAid, как у меня. Автор делает особенный упор на том, что тесто должно быть максимально хорошо вымешано. То есть он делает упор на том, чтобы клейковина у теста уже на момент замеса была полностью развита. Ну вот мы видим, что клейковина у нас хорошо развилась. Мы выкладываем тесто, смазанный маслом, контейнер. Масло следует использовать подсолнечное, рафинированное, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Слегка организовываем его при помощи вот таких вот складываний и оставляем на ферментацию на 2-3 часа. Согласно автору, необходимо делать складывание каждый час. По прошествии времени с каждым складыванием тесто будет чувствоваться более мягким, воздушным и менее липким. По прошествии 2-3 часов необходимо убрать тесто в холодильник до следующего дня на 12-24 часа. За 3 часа до выпечки необходимо достать тесто из холодильника, а за час до выпечки необходимо разогреть духовку. Вывалить тесто осторожно, стараясь сохранять в нем воздух, на хорошо припыленный мукой рабочий стол. Также посыпать тесто мукой сверху и осторожно придать ему форму квадрата примерно 25 на 25 сантиметров. Затем разрубить тесто на 2 равные части, слегка придать им продолговатую форму. Длина каждой заготовки должна быть примерно 30 сантиметров, то есть ее немножко нужно растянуть в длину.
выложить на бумагу и сразу же выпекать. Выпекать необходимо с паром. Согласно автору, выпечка должна производиться при температуре 232 градуса в течение 20-30 минут. Я выпекала и по рекомендации автору, и при более высокой температуре. И, на мой взгляд, более высокая температура дает более воздушный мякиш с более открытой пористостью. Поэтому решайте сами. Вы можете выпекать так, как советует это автор, при температуре 232 градуса или при более высокой температуре. Хлеб получается мягкий, воздушный, с влажным, ароматным мякишем. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!